Этот остров называют лучшим местом для дайвинга в Таиланде. Тут можно встретить огромных черепах и рифовых акул. Здесь нет аэропорта, но сюда все равно приезжают путешественники со всего мира. Невероятно, но огромный поток туристов не мешает сохранять чистоту моря и спокойную атмосферу курорта. Это место Ка Тао, остров в Сиамском заливе Таиланда. В этом видео я познакомлю вас с ним. Ка Тао – это остров в Сиамском заливе. Аэропорта здесь нет, и добраться сюда можно только по воде. Сейчас я расскажу, как это можно сделать. Ближайший аэропорт находится на соседнем острове Самуи. Можно прилететь туда, а затем доплыть до Ка Тао на пароме. А можно взять комбинированный билет автобус плюс паром из Бангкока, Хуахина, Краби или Пхукета. Я поехала на Ка Тао из Хуахина. Время в пути составило примерно 8 часов. Это обошлось в 1250 бат с человека. В описании под видео оставлю ссылку на сервис, где можно купить такие билеты. Прибывая на Ка Тао, имейте при себе 20 бат. Это плата за вход на остров. Многие отели на Ка Тао предлагают своим гостям бесплатный трансфер от пирса, поэтому на пристани всегда много тайцев с табличками и местных машин. Если вам нужен байк, его можно взять в аренду прямо здесь. Цены на острове примерно везде одинаковые. Ка Тао хорош тем, что здесь очень много вариантов жилья на любой вкус. Можно найти очень недорогое жилье до 1000 бат на двоих, а можно снять дорогую красивую виллу. Я выбрала золотую середину. Мне хотелось пожить на самом популярном пляже Сайри Бич, на первой линии, и чтобы отель был чистый, приятный и современный. Так я нашла отель, который называется Blue Tao. Он мне понравился. Очень приятный, чистенький, светлый, красивый. Здесь очень хороший персонал, все такие приветливые, вежливые, очень милые. Номера приятные, выглядят современно, они чистые, нет никаких насекомых. Здесь хорошее наполнение, удобная кровать, есть чайник, кофеварка, мини-бар, хороший интернет, чистая ванная комната, халаты, все, что нужно для комфортного отдыха. Я бронировала проживание с завтраками. Они проходят в ресторане на берегу моря. Мне это очень понравилось. Выбор тут небольшой, всего 4 варианта завтрака, а если вы не едите мясо, как я, то вообще у вас всего один вариант. Но в целом они такие достаточно сытные. К завтраку также идет 2 напитка, кофе и сок. В целом я поняла, что можно было смело бронировать отель и без завтраков, потому что на Ка Тао на каждом шагу есть рестораны, в том числе и на берегу моря, где предлагают очень хорошие завтраки по адекватным ценам. Отель Blue Tao Beach обошелся мне в 3500 бат на двоих с завтраками. Ссылочку на сервис, где я его бронировала, оставлю в описании под видео. Кстати, обязательно загляните в описание, там будет много полезной информации. Все ссылки, все места, в которых я побывала, и все названия, которые трудно воспринимаются на слух. На Ка Тао есть пляжи на любой вкус. Оживленные и тихие, обустроенные и дикие. Я выбрала Сайри Бич. Это самый популярный пляж на острове. Он длинный, красивый, очень развитый. Рядом находится паромный причал. Чаще всего туристы останавливаются именно на Сайри Бич. На Ка Тао популярно водное такси. Можно арендовать лодку и поехать на интересный пляж в другой части острова. Самые любопытные именно те, что прописаны в прайсе у лодочных станций. Параллельно с пляжем Сайри Бич проходит Walking Street. Это прогулочная зона с различными ресторанами и магазинчиками. Самое популярное развлечение на Ка Тао – изучение подводного мира Сиамского залива. Тут можно пройти обучение по дайвингу, а можно заняться снорклингом. Самый простой вариант – взять организованный снорклинг-тур. Их предлагают по всему острову.
Я купила тур за 550 бат с человека. В него входит трансфер из отеля и обратно, около 8 часов на корабле, 5 остановок для снорклинга, прокат оборудования и даже обед в формате буфета. На снорклинг-турах предусмотрено посещение национального заповедника Нангюань. Это потрясающее место, которое славится песчаной косой, роскошными видами со смотровой площадки и чистейшим морем голубого цвета. Вход на Нангюань оплачивается отдельно – 250 бат с человека. Дам совет. Если пойдете на смотровую площадку на острове Нангюань во время такого тура, то не медлите ни минуты. Как только гид вас отпустил, сразу бегите туда. Там всегда большие очереди на фото. Посмотреть на песчаную косу Нангюань с высоты очень здорово. Некоторые туристы не поднимаются на смотровую площадку и на этой остановке просто наслаждаются купанием в чистой прозрачной воде. Кстати, цветные рыбки тут тоже присутствуют. Мне понравился такой вариант снорклинг-тура. Так как их проводят каждый день уже много лет, все отлично продумано. На корабле всегда доступна питьевая вода, чай и кофе с печеньками. В середине тура есть обед. Организаторы отлично знают эту местность, поэтому на каждой остановке гид плывет с группой и показывает интересные объекты. Но можно плавать и самостоятельно. Перед высадкой нам всегда показывали, где что искать. Остров недаром назвали Катао. В переводе с тайского «ко» значит «остров», «тао» – «черепаха». Тут полно черепах. А вот если вы хотите встретить рифовых акул, на снорклинг нужно отправляться рано утром. Подводный мир Катао очень красив. Тут полно цветных рыбок и живых кораллов. Только ради этого стоит приехать на этот остров в Таиланде. Мне понравился Катао тем, что здесь все отлично с ресторанами. Огромный выбор и очень приятные цены. Например, в ресторане на берегу моря можно поесть гораздо дешевле, чем на том же соседнем острове Самуи. И выбор замечательный. Очень много ресторанов, где предлагают завтраки в течение всего дня. Есть рестораны, которые заточены под вегетарианцев. Также много заведений, где предлагают тайскую кухню и европейскую. А есть рестораны, где из этого делают микс. И вы можете выбрать все и сразу. И самое главное, что можно посидеть в ресторане на берегу моря с прекрасным видом и при этом не разориться и вкусно поесть. Из необычных мест мне запомнился ресторан The Mango Garden. Главный герой заведения – знаменитая тайская манго. Манго в интерьере, манго в большинстве блюд и напитков. Это очень ярко, необычно и красиво. Готовят здесь в основном завтраки, сытные салаты, тосты с домашним хлебом на закваске и десерты. Все, что я пробовала, было очень вкусным. А какая подача! Из ресторанов тайской кухни на берегу моря отмечу Интач на пляже Сайри. Тут можно поесть с красивым видом, вкусно и недорого. При планировании поездки на Катао учитывайте, что во многих ресторанах здесь возможна оплата только наличными. Банкоматы на острове есть. Массаж на Катао тоже стоит недорого. За час классического тайского массажа прямо на берегу моря вы отдадите всего 300 бат. Аренда каяка на Катао стоит 200 бат в час, сабборда 250, а в моем отеле сапы гостям вообще давали бесплатно. Одно из любимых занятий туристов на Катао – наблюдение за закатами. Классные виды открываются на Сайри-Бич, поэтому к вечеру многие едут сюда, располагаются в барах на пляже, играют в волейбол, сидят в ресторанах с видом на море.
На Котао есть тусовки, но они не такие масштабные, как на соседнем острове Панган. Почти в каждом баре по вечерам звучит живая музыка и проходят фаер-шоу. Кто отдыхает на Котао? Чаще всего это активные путешественники. Сюда редко приезжают за ленивым пляжным отдыхом. На Котао очень много молодежи со всего мира. Думаю, именно поэтому на острове не завышают цены. Чаще всего на посещение Котао выделяют 2-3 дня, один из которых обязательно посвящают дайвингу или снорклингу. Надеюсь, вам захотелось посетить этот прекрасный остров в Таиланде. Поддержите мое видео лайком, я буду вам очень благодарна. До новых встреч!